Бесплатная Альфа-карта возвращает деньги. Крутите барабан суперкэшбэка в приложении и получайте гарантированный кэшбэк каждый месяц. Так, компрессоры мы не прикрутили. О, работает, слушай. Ну вот, наслаждайтесь. Ну, на вид все сухо. Вау! Прикольно. Ну, огня не было, да он работал знатно. Отсечка была 3000. Это 3000 оборотов всего? Всем привет, меня зовут Сергей Нео, и вы на канале Не Ноль. Полазил я по своему гаражу и насобирал кучу хлама ровно на один мотор. А также нашел несколько турбин и решил поставить на него 4 турбины. Но не все так просто. Хлама, конечно, было много, но недостаточно, чтобы полноценно и качественно собрать этот мотор. Ну, как-то и из хлама особо не получится. И перед Новым годом я из того, что есть, все-таки собрал и запустил этот мотор. Но получилось, конечно, такое себе создание Франкенштейн. Полноценно собрать его не удалось, потому что мы не могли залить в него масло. И первой детали, которой глобально не хватало, это масляного поддона. То есть поддона картера просто у меня от этого мотора нет. Но даже если он и был, у меня не оказалось вот здесь под этой шестеренкой на масляном насосе втулочки. Так бы, если даже с поддоном масло бы отсюда выливалось. Но и это полбеды. Внутри мотора я не поставил по одному компрессионному кольцу. То есть сейчас мотор собран из двух на одном. Один шатун какой-то у меня поджатый. Коробка передач для того, чтобы мы могли запустить, подключить стартер, прикручена через вот такие вот проставки. Ну, в общем, все, что могло пойти не так, пошло не так. Но в целом этот мотор заработал, и моя текущая задача заставить его работать полноценно. К тому же пришли многие детали, которых не доставали. Я купил даже целых 2 поддона. Один мне подогнали ребята, друзья с Eclipse клуба, с DSM клуба. Второй поддон я купил на какой-то разборке, он тоже пришел, я его еще даже не открывал. Вообще, на самом деле, этот проект достаточно затратный. Хлам не хлам, но много чего нету, все приходится покупать. А обвеска вообще вся тюнячая, которую приходится создавать. Поэтому без вашей поддержки я далеко не уйду. Ну, прежде всего, конечно же, просмотры, лайки и все такое. Это очень приятно, это очень стимулирует к развитию. Ну и ваши донаты тоже помогают этому проекту. Так что переходите, внизу в описании есть номер карты. Кто может задонатить, то буду очень благодарен. Ну а кто нет, то просто репостните видео, и этим вы его очень сильно поддержите. Ну а мои друзья, которые привозят мне запчасти, помогают мне, конечно же, очень сильно. Я всех перечислить не смогу. Я думаю, когда-нибудь в прямом эфире мы еще поднимем эту тему, и я упомяну всех моих друзей, которые помогли мне запчастями. Спасибо вам, ребята. Но время я тоже зря не терял, и взамен того шатуна, который у меня сейчас стоит в моторе, который немножечко деформирован, я нашел практически навью еще один шатун. Я не знаю, как его удалось, какая удача мне подвернулась и удалось найти еще один такой же шатун. Но вот он у меня есть.
А купил я этот шатун у еще одного фаната тюнинга. Вот его крутецкая тачка. Кстати, как думаете, что это за модель и как вы ее оцените по 10-бальной шкале? Но пока я искал эти все недостающие запчасти для того, чтобы запустить мотор более полноценно, хотя бы с маслом, у меня получилось так, что я нашел практически второй такой блок. То есть у меня теперь есть полноценный блок, сама чугунка, у меня есть ГБЦ, прям практически вся в сборе, и у меня есть комплект поршневой тоже в сборе. Ну, то есть, в принципе, я могу сейчас собрать дублера для этого мотора, ну, я бы сказал, даже, наверное, не дублера, а все-таки основное действующее лицо. И вот этот мотор будет дублером этого. То есть этот мотор, я думаю, что мы сможем собрать более-менее по уму на тех компонентах, которые будут гарантированно рабочие. Ну, то есть у нас в итоге получится два мотора с одним навесным на 4 турбины. Я не знаю, сколько проживет мой мотор из хлама. Напишите в комментах, кто ему сколько даст. Но вот с этим блоком мы уже довольно-таки много поиграли, проэкспериментировали с аквабластингом на различных установках. Об этом у меня на канале есть несколько видео. Посмотрите в предыдущих видосах. И сейчас мне предстоит сначала убрать с него всю эту ржавчину для того, чтобы подготовить его к дальнейшим работам. К расточке, к фрезеровке плоскостей. И, в общем-то, можно начать его тоже собирать параллельно. Мне много приходится работать со старыми ржавыми кузовами, реставрировать их, удалять с них ржавчину. А также я давно искал средство, ингибитор коррозии, которым обрабатывать металлические детали после пескоструя или аквабластинга. И вот на просторах интернета я нашел вот такой вот удалитель ржавчины КППС. Это профессиональное средство, оно имеет уникальные свойства, наносится оно при температурах от минус 10 до плюс 35, и, в общем-то, таких показателей не имеет аналогов на российском рынке. Поэтому надо поддержать отечественного производителя. И сейчас я и обработаю весь свой блок. Паста очень легко наносится, не стекает с вертикальных плоскостей. С помощью удалителя ржавчины КППС можно чистить не только легкий налет и толстые до 2 мм слои окалины, но и продукты коррозии из язвенных очагов. Паста способствует образованию защитной пленки, которая позволяет остановить процесс окисления. Я думаю, невооруженным взглядом видно, насколько действенно и быстро работает этот состав и насколько качественно он делает свою задачу. Блок весь очищен, как новый. Ну, в общем-то, я еще в процессе сборки сегодняшних компонентов его покажу не раз, что с ним будет через день или через несколько часов съемки. А пока он выглядит вот так вот, как новый. И, в принципе, его можно даже красить, потому что эта паста способствует образованию хорошей адгезии между краской и голым металлом. Теперь, я думаю, можно смело покрасить блок в какой-нибудь цвет. Кстати, напишите в комментариях, в какой цвет покрасим этот блок. Ну, а, в общем-то, приобрести этот удалитель ржавчины можно на сайте паста КППС. Внизу в описании на это ссылка. Ну и остерегайтесь подделок. Оригинальные упаковки только с совой на крышке. Но из чего бы не был собран блок, из хлама или не из хлама, но пока я на нем не создам систему впуска и выпуска, он нормально не заработает. А я сегодня хочу попытаться все-таки запустить его так, чтобы эти все 4 турбины закрутились. Поэтому я должен обварить все мои макеты, который так долго делал. То есть сделать выпускной коллектор, впускной коллектор. Ну и, в общем-то, я очень надеюсь, что мне удастся это сегодня вывести в более-менее какой-то рабочий режим.
Выпускной коллектор я, конечно, обварил, но, к сожалению, не весь. Та история, которая пошла еще с самого начала, с фланцами, которые не подошли, которые я сделал по китайской прокладке, она так и сохранилась. То есть я сейчас их не могу обварить. Надеюсь, что турбина не очень сильно будет течь в этом месте, но придется фланцы заказывать новые. Вообще с фланцами полнейшая засада. Сделать в Москве фланцы из 321 нержавейки – это примерно столько, сколько купить Мерседес подержанный пятилетку. Ну, то есть цены вообще не в менько. И приходится заказывать где-то далеко. Сейчас я обратился к друзьям, знакомым в Находке, кажется, ну, в общем, где-то на краю земли нашей. И там мне обещали за более-менее нормальные деньги вырезать фланцы. Притом, как бы фланцы как под турбины, так фланцы дальше и под аутлеты. Потому что аутлеты придется тоже переделывать, они будут нестандартные. Ну, а впускной коллектор, конечно, обварить его было несколько сложнее, даже при этом мне сгорела горелка. Ну, девятка это я все обваривал, так удобно было пролезать между всеми этими раннерами, но девятка на таком токе на алюминии не выдержала, и пришлось проходиться потом еще раз 26-й. Но в целом, в общем-то, получилась какая-то эпопея. Конечно же, фланцы увело, и мне потом придется фрезеровать плоскость прилегания для того, чтобы это все четенько на прокладочку становилось на бок. Но сегодня, опять-таки, это не самое критичное место. Сейчас это главное собрать и поставить, и завести этот мотор. Но не все так просто. Если со впускным коллектором, то особо ничего делать не надо. То есть на нем нет ничего, ну, кроме вот фланцев. То на выпускном коллекторе, да, то на впускном коллекторе надо создать систему вакуума. Эта система как минимум нужна для тормозов, которые будут на этой машине, когда она будет в машине. Ну и, в общем-то, также параллельно всей этой системе по вакуумной части нужна регулировка хвостового хода. И вот что здесь придумать, я, честно говоря, пока не сильно соображу. Бесплатная Альфа-карта возвращает деньги. Крутите барабан суперкэшбэка в приложении и получайте гарантированный кэшбэк каждый месяц. Ну, а дело здесь, собственно говоря, в том, что у меня есть сейчас 4 независимых дросселя и, в общем-то, 4 независимых впускных трассы. И поставить 4 регулятора хвостых хода, ну, в принципе, можно было бы, конечно, но что этим будет управлять, я, честно говоря, вообще не знаю. Поэтому мысль приходит лишь одна. Надо создать до дросселей какую-то общую магистраль. После дросселей тоже какую-то общую магистраль, в которой будет как раз вакуум. И между ними, соответственно, запихнуть регулятор хвостового хода. Я вот купил вот такой вот переходник, который выходит на 2 магистрали. Честно говоря, сделан из какого-то он чернушки и безумно тяжелый. Надо его впоследствии, наверное, сделать из алюминия. Хотя не знаю, из чего еще магистрали сделаю. И он, в принципе, сделан под стандартный моторчик хвостового хода, да, вот сюда встает, и это все должно как-то работать. Вот теперь мне надо к нему подвести эти 2 магистрали. Ой, не знаю пока из чего это все сделать, но как-то мыслей немного. Наверное, взять какие-то фитинги, трубки и вывести их в общее пространство, да, вот как-то вот так поставить здесь моторчик, ну и должно все получиться. Ну, в общем, попробую, что сейчас у меня выйдет. Ну, а потом надо повесить поддон.
А вот сейчас опять чуть было не пришлось собирать мотор без масла. Намазал я поддон герметиком, ставлю его на свое место, и вот вылезает засада. Ну, если теперь поддон по геометрии полностью совпадает и садится на мотор, то по масляному насосу он чуть-чуть не подходит. Это вообще-то Атма у меня поддон, и вот здесь вырез в районе масляного насоса, у него нет выреза, то есть он ровный, он весь по кругу ровный. Благо, что я купил второй турбовый поддон, вот этот вырез у него есть. Пришлось его, правда, помыть. Он такой красивенький вышел, весь грязнющий. И вот теперь он встает на место. Вот. И теперь уже можно будет его намазать герметиком и все-таки залить масло в этот мотор. Я не знаю, какие еще приключения меня ждут с этим мотором, но каждый шаг сталкивается с какой-то засадой. Везде мне приходится с чем-то бороться. Не знаю, чем это все закончится, но надеюсь, что вам это интересно. Напишите в комментах. Слушайте, ну подготовить почти собранный мотор к заливке масла, это оказалось не такая легкая задача. Дело в том, что все те узлы, которые не были установлены, да и в общем-то те, которые были установлены, большинство из них не имело каких-то там затычек, с заливных технологических отверстий закрытых. И это все пришлось искать, закрывать, что-то придумывать, приваривать. Но прежде всего я опять переставил ГРМ, поставил втулочку, поставил хаузинг масляного фильтра. Для него пришлось поставить всяческие датчики, чтобы закрыть дырки, отверстия. И вот сделать вот такую заглушку, где идет подача на турбину масла. Сделал новый кронштейн под датчик коленвала, под январь. Потому что старый был такой расхлябанный, а этот уже все стоит мертво. И, я думаю, позволит нам нормально настроиться. Слив, да, тоже пришлось вот сделать такую заглушечку, чтобы заблокировать слив. Да, и теперь можно закрутить фильтр масляный и залить масло. Даже если оно откуда-то потечет, я уже делать ничего не буду. Значит, он будет работать либо без масла, либо с текущим мимо маслом. В общем, мне уже по барабану, сил больше нет. Будем запускать как есть. Ой, я очень надеюсь, что все дырки я закрыл. Ну, польется так польется. Первый раз мотор маслица почувствует. Щупа, кстати, у меня тоже нет. Буду заливать просто по литражу. Ну, пока, конечно, рано откуда течь. Ну, вроде еще не течет. Лью еще 2 литра надо влить. Ну все, 4 литра масла у меня в моторе. Буду смотреть, откуда потечет. А пока, кстати, у меня даже крышки нету. Нечем закрыть мотор, надо будет снять с какого-то другого. Ну а пока, я думаю, надо вешать турбинки, готовиться к старту. Этот с коробки, да, мне не нравится. Подожди. Такое ощущение, что маховик открутился. А мы его, кстати, не прикручивали. Пока не понимает. Давай попробуем еще раз. Там отсечка 3500 пока. Но нам хватит.
Прикольненько. Еще работает. Слушай, не забывай, у нас система охлаждения нет. Мне кажется, хорош. А то без системы охлаждения мы его положим сейчас. Холостой отлично. Болты откручиваются. Все, я думаю. Ну все, хорош. Гаси его. Работает? Работает. Дымочек идет с него. Бедный. Слушай, ну круто, работает на самом деле. Ну, на холостых. Прям такой ровненько. Прям в машину можно ставить. Че, все? Делов-то было. Надо было только получше подсобрать. Бесплатная Альфа-карта возвращает деньги. Крутите барабан супер кэшбэка в приложении и получайте гарантированный кэшбэк каждый месяц. Да. Систему регулировки холостого хода я в результате сделал вот по такому достаточно простому принципу. И мне он очень понравился, я думаю, даже оставлю его. Ну, конечно, здесь добавятся хомуты, возможно, что пластиковые тройники заменю на какие-нибудь металлические. Но в целом эта система мне нравится. Сюда же можно будет добавить впоследствии выход на вакуумник, ну и сделать распределение вакуума вообще по мотору. Ну что же я скажу, все работает, турбины крутятся, холостой ход держит, да еще, в принципе, масло нигде практически не полилось. Ну так, где-то закапывало местами, но это вообще нюансы на заглушках. В общем, осталось это все дело убрать с подвесного положения во что-то стационарное, чтобы продолжить, чтобы можно было подключить систему охлаждения и, в общем-то, начать строить впуск и ставить 4 водяных интеркулера. Ну и следующим этапом я хочу соединить дроссели, вывести их на интеркулеры. Интеркулеры будут стоять здесь где-то сверху. Из турбины сделать выход сюда. И, кстати, что интересно, нашел трубы 57-го диаметра лишь в одной конторе в Москве, ну, алюмишки, с таким разворотом. Говорю, слушайте, у меня тут видос прикольный, много просмотров, хотите рекламку, а вы мне скидочку. Говорит, нет, нас не интересуют скидочки на ваши рекламы, в общем. Ну, я обиделся, думаю, сейчас скажу об этом в видосе. Прихожу сегодня покупать запчасти в другой магазин, который у меня здесь недалеко находится. А мне говорят, слушай, да ты же снимаешь тут проект с 4 турбинами, что тебе надо, давай там патрубки там какие-то, все, что надо, без проблем на проект дадим. Так что есть добрые люди на этом свете, в любом случае надо им сделать рекламу, это тюнинг-магазин Япона Клан, ссылочка на него будет в описании. В общем, хорошие ребята и делают доброе дело. Ну что же, турбины даже в таком состоянии крутятся. Надо их теперь вести и ребилдить, собирать уже полноценно, чтобы они крутились смазанные и отребилденные. Что сказать? Ну, эксперимент удался. Все должно работать, когда будет подключено. Конечно, собирать еще очень много всего, но все-таки главное, что оно идет к какой-то цели. Вы же подписывайтесь на канал.
Не забывайте про мой канал с видеоответами NeoFakt. Подписывайтесь на него тоже. И ставьте лайки, дизлайки. Подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.